Привет! Рада приветствовать вас на канале Алена энд Мия. Сегодня у нас снова пух норки. Но нет, не бойтесь, это изделие можно связать из мохера, ангоры, пуха норки, кашемира, да из всех видов пряжи. И свяжет его даже новачок. А речь идет о таком аксессуаре, как бактус. Бактус – это вязаный шарф треугольной формы. Эта вещь подходит всем, абсолютно всем. Он отлично смотрится на женщинах, мужчинах и детях. Его можно использовать как головной убор, шаль или шарф. К тому же бактус прекрасно сочетается к любому стилю одежды, спортивный или офисный. Дорогие мои зрители, этот шарф станет самой практичной вещью в вашем гардеробе. Он защитит и согреет шею, грудь и спину от холода и пригодится в теплое время года. Вообще видов бактуса очень много, но и, естественно, способов вязания тоже. Некоторые бактусы вяжутся от 3 петель, некоторые от 7, некоторые со середины, некоторые с конца. Я покажу вам, на мое мнение, самый легкий метод вязания вот этого вот бактуса, и его свяжет, повторюсь, даже новичок, который не держал спицы в руках. Ну правда, бактус самый классный аксессуар, поэтому все дела в сторону, берем в руки спицы, яркую пряжу, выбираем крутой референс и мастерим свой уникальный шарф, а я вам в этом помогу. Итак, как я и говорила, я свой бактус вязала из ниток пух норки. У меня пошло немножко больше, чем 2 основных мотка и 1 моточек дополнительной нити, но заказала я себе 3 моточка. Если вы хотите заказать только 2 мотка, например, с целью экономии, то тоже это возможно. Я в конце видео вам расскажу, что надо делать, чтобы уложиться в 2 мотка. Итак, вот наша пух норки. Я его заказывала на Алиэкспрессе. Вот такая вот этикетка. Кстати, я когда вязала изделие предыдущее у меня на канале, вот этот вот синий капор, он намного пушистее, чем вот этот. Это я заказала у нового продавца. Здесь тоже есть пушистость, как видите, я покажу вам еще, но не настолько пушистая. Так что, кому нравится пушистее, заказывайте по ссылке из капора синего. Кто любит менее пушистой, но ниточка здесь такая вот как бы попрочнее, погрубее. Сначала эти нитки не будут пушистыми, они начинают раскрываться после ВТО. Состав здесь пишет продавец 95% пуха, но не знаю, насколько это правда, и 5% полиэстера. В комплекте идет вот такая основная и дополнительная нить, которая исполняет функцию как бы фиксирования нашего изделия. В самом моточке 50 грамм, в дополнительном мотке 20 грамм. Метраж 340 метров. Мне понадобилось 117 грамм основной нити и 20 грамм дополнительной. В сумме бактус мой весит 137 грамм, если не ошибаюсь. В конце видео я свешу изделие и вам покажу. Ну и, конечно же, спицы номер 4. Вот мои спицы. Длина лески 80 сантиметров я брала. Можете взять 60 сантиметров, но мне более было удобнее на 80 сантиметровой работать. Ну и так начинаем. Буду я вязать в 2 основные и 1 дополнительную нить. Можно вообще не брать дополнительной нити, поскольку это не плечевое изделие, но я все же возьму, чтобы держала форму получше. Так? И вяжем самым обычным способом. На спице номер 4 бабушкиным или самым простым способом набираем 7 петель. Итак, наши 7 петель уже на спице. Переворачиваем работу. И первый ряд. Кстати, смотрите, вот этот вот хвостик, можно его оставить и потом заправить иглой,
Я сразу же его закручу, чтобы не было никаких кончиков, и начинаю вязать. Первую петлю я снимаю, всегда первую снимаем, и все петли вяжем изнаночными за переднюю стенку самым обычным способом, вот так вот. Так, вот первый ряд изнаночный. Переворачиваем на лицевую сторону. Вот это вот наша лицевая сторона. И смотрите, первый ряд вяжем так. Первую петлю всегда снимаем. Во время вязания бактуса первую петлю всегда снимаем, не провязывая. Так, следующие 3 петли меняем местами. Вот смотрите, первая, вторая и третья. Третью петлю перемещаем так, чтобы она была первая, протягивая ее через работу. Вот смотрите, я переснимаю ее на спицы, на правые спицы, так. Возвращаю первую и вторую петлю обратно. И третью перебрасываю так, чтобы она стала первой. Первая станет второй, вторая станет третьей. Вот. Третью петлю я перебросила на первое, и я ее провязываю. Это мы делаем для того, чтобы наш бактус не закручивался. И у него будет вот такой вот как бы прутик, такой красивое окончание. И вот так провязываем, так как есть петелька, не перекручивая ее, провязываем лицевой петлей за заднюю стенку обычным бабушкиным способом. Вторую и третью петлю тоже провязываем лицевыми. Дальше у нас 3 петли. Смотрите, что мы делаем. Первую петлю снимаем, не провязывая. Со второй петли, вот видите, с крылышка второй петли, с косички, вывязываем 2 петли. То есть с одной петельки вывязываем 2. С косички пониже вяжем лицевой за переднюю стенку 1 петлю. И с нашей лицевой за заднюю стенку вяжем вторую петлю. То есть увеличиваем наши петли в каждом лицевом ряде на 1 петельку. И теперь смотрите, у нас 2 петель 3 оказалось. И ту петлю первую, которую мы снимали не провязывая, мы сейчас переместим из первой, сделаем ее третьей. Переместим местами. Вот те петельки 2 надеваем на спицу. И ту петлю, которую снимали не провязывая, перемещаем с первой на третью. И вот теперь ее провязываем лицевой. Не бойтесь, я пару раз вам покажу, это очень легко. И таким образом мы добавляем в каждом лицевом ряде по 1 петле. Последняя всегда изнаночная. Помните, первая всегда снимается не провязывая, последняя всегда изнаночная. Изнаночный ряд, все петли вяжем изнаночными. И здесь то же самое. Первая петля снимается не провязывая, все петли изнаночными. Готово, снова лицевой ряд. Снова делаем то же самое. Вот смотрите. Делаем то же самое. Первая петля всегда снимается не провязывая. Дальше 3 петли. Мы меняем их местами. Третья петля у нас должна стать первой. Переснимаем все 3 петельки или по 1 петле. Некоторые используют дополнительную спицу. Я делаю вот так. То есть сначала одеваю вот эту вот первую и вторую, а третью перемещаю местами так, чтобы она стала первой. И провязываю ее лицевой за заднюю стенку. Вот так. Вторую и третью петельки тоже вяжу лицевой за заднюю стенку. Вот, сделали маневр 3 петель. Эти 3 петли все время в бактусе вяжем. Потом вяжем лицевыми столько, сколько у нас там петель будет.
И последние 3 петли, вот они, последние 3 петли, делаем точно так же прибавки. Первую петлю снимаем, со второй петли, вот с косички пониже второй петли, за переднюю стенку вывязываем лицевую. Вот так вот. И вторую петельку вяжем за заднюю стенку лицевой. То есть, видите, с одной петли у нас получилось 2. И первую ту петлю, которую мы сняли, не провязывая, мы сейчас перебрасываем. Она из первой станет третьей. Вот так вот. И вяжем ее за заднюю стенку лицевой. Последняя петля всегда изнаночная. И вот смотрите, у нас такие краюшки, видите, с такой косичкой получаются. Благодаря вот такому вот маневру наш бактус, концы бактуса не будет заворачиваться, потому что мы его вяжем платочной лицевой гладью. Так, вот лицевой гладью. И вот у нас будет все время в каждом лицевом ряду добавляться по одной петле. Итак, изнаночные петли мы вяжем изнаночными. Первую снимаем, не провязывая, все остальные вяжем изнаночными. Снова лицевой ряд. Я провяжу с вами немножко, чтобы вам было понятно. И так делаем точно так же. Если вы хотите вязать тоже из пуха-норки, что я бы вам советовала, потому что бактус мягенький, пушистый, теплый, я очень довольна, держится форма. Вот первую петлю снимаем, наши 3 петельки меняем местами. Первую, вторую снимаем сначала, вот так вот, а третью перебрасываем, видите, перед работой нашей на первую и провязываем ее за заднюю стеночку лицевой. Вторую и третью петлю вяжем лицевой. Дальше вяжем лицевыми петлями столько петель, сколько у нас там есть. В каждом ряду их будет больше, пока не останется 3 петли. Последние, так. Вот первую снимаем, со второй вывязываем 2 петли. Первую за переднюю стенку, вторую за заднюю, вот 2. И ту, которую сняли, переснимаем, перебрасываем, меняем местами с теми 2 петлями. И вяжем ее лицевой за заднюю стенку. Последняя петля всегда изнаночная. И вот видите, у нас увеличиваются петельки. И вот здесь вот это перед, он всегда будет прямой. Вот он будет идти прямо. Вот смотрите. Видите, вот у нас перед. Там, где 3 петельки были первые, так, он все время прямо. А здесь мы делали прибавки. И вот у нас увеличился. Получился такой треугольник. Так. Потом мы будем убавлять, и у нас как бы правильный треугольник выйдет. Вот, видите, концы наших петелек, они, в принципе, до ВТО они будут заворачиваться. Но не пугайтесь, когда вы постираете и высушите его, то он уже не будет у вас так заворачиваться и будет красиво держать форму. Даже если завернется немножечко, то это ничего страшного. Вот, видите, вот так вот будет выглядеть ваши концы. Это первые 3 петли, те, которые мы вязали всегда первыми. Вот так вот выглядят. А это наши последние петли. То есть то же самое, видите, те, которые мы перебрасывали местами петельки. Вот очень легко, поверьте, даже новачок, мне кажется, справится с этой работой. А аксессуар очень нужный в гардеробе каждой из нас. Вот у меня последний ряд прибавок, я его свяжу с вами. Значит, тут первая снимается, первые 3 петельки перебрасываем местами. Вот так вот. Третья становится первой. Вяжем ее за заднюю стенку лицевой. Вторую и третью тоже лицевой.
Вот так вот. Дальше все петли, которые у нас есть, а их очень много, вяжем лицевой. Я думаю, что это понятно. Так, вяжем до момента, когда у нас останется 3 петли. То есть еще одну, вот 3 петли. Так, может, немного увеличу. Вот. Это у нас последний ряд уже прибавок. Так, первую петлю я снимаю, не провязывая. С второй петли делаю 2 петли. Одну из косички пониже. Вот так вот поднимаю за переднюю стенку, вяжу лицевой. И вторую нормально лицевой вяжу из петельки. Так, меняю местами ту петлю первую, которую я сняла, не провязывая. Вот. Меняю ее местами. Провязываю лицевой за заднюю стенку. И последняя изнаночная. Итак, у меня на спице 100 петель. 52 сантиметра и 100 петель. Если вы хотите из 2 мотков связать, тогда вяжите не до 100 петель, а до 90 петель. Тогда у вас хватит на 2 мотка. Я вяжу немножко побольше, потому что хочу, чтобы он был такой побольше, потому вяжу до 100 петель. И вот вяжем в изнаночном ряду все петли изнаночными. Так, это понятно. И вот смотрите, вот мои прибавки я заканчиваю. Если вы хотите себе подлиннее, тогда можете вязать, чтобы у вас на спице было, например, 110 петель. Тогда у вас будет ваш бактус подлиннее, чем мой. Если вы хотите покороче такую сделать, как бы косынку, шарф, тогда вяжите меньше петель, 90 или 80. У меня здесь 100 петель на спице. 52 сантиметра. И вот сейчас я начну делать убавки. Вот сделаю вам, померяю. Вот 100 петель, 52 сантиметра. Так. Ширина вот спереди у меня вышла 69 сантиметров. Это не в растянутом виде, так как есть. Так. И вот рог 80 сантиметров у меня вышел. Так. И теперь делаем убавки. Убавки делаем так. Первые петли то же самое, без изменений. Первую снимаем. Здесь 3 петли меняем местами. Последнюю перебрасываем так, чтобы была первой. Вяжем лицевой за заднюю стенку, вторую, третью лицевой за заднюю стенку. То есть первые петли без изменений. Вяжем точно так же, как в прибавках, так и в убавках. Так, дальше все петельки лицевые вяжем лицевыми, пока у нас не останется 4 петли. То есть, когда прибавки делали, было 3 петли, последние работали мы. А теперь убавки делаем, когда остаются 4 петли. Вот, я довяжу. Так, и у нас остались 4 петли. Смотрите, как мы делаем убавки в каждом лицевом ряде. Первую петлю точно так же снимаем, не провязывая. Вот. А 2 петли вяжем вместе одной лицевой. То есть в каждом ряду убавляем по одной петле. И теперь просто перебрасываем местами. Из первой делаем второй. То есть там мы из одной петли вывязывали 2, а здесь из 2 петель вяжем одну. И последняя изнаночная. Видите, у нас закругляются петли. Очень легко. Я думаю, что все вы справитесь с этим легким заданием. Легким, но очень приятным. Это ниткотерапия. Сделайте себе чай, свечку какую-то ароматизированную и вяжите себе бактус. Вот, изнаночный ряд у нас все петельки изнаночные. Так, вот последние тоже все петли изнаночными.
И лицевой ряд. Снова делаем убавки. Кто опытный, понятно, что вы себе промотаете. Я думаю, что вы из первого раза поняли. Кто в первый раз, то я сделаю с вами еще несколько убавок. Вот первые 3 петельки. Первую петлю снимаем, 3 петли меняем местами. Третью делаем первой и провязываем ее лицевой за заднюю стенку. Вторую и третью тоже лицевой за заднюю стенку. Дальше вяжем все петельки лицевыми, пока у нас на спице не останется 4 петли. С этих 4 петель мы делаем 3. Вот, вяжем до конца, пока у нас не останется 4 петли. И встречаемся. Вот, у нас осталось 4 петли. Так, первую снимаем, не провязывая. Вторую и третью вяжем лицевой за заднюю стенку, 2 вместе лицевой. И меняем местами со снятой. Перебрасываем и в эту снятую петлю вяжем лицевой за заднюю стенку. Последняя петля всегда изнаночная. Вот видите, вот у нас уже делается вот такой вот краешек. То есть мы уменьшаем в каждом лицевом ряду, уменьшаем наши петли. Вот видите, уже видно, что закругляется у нас уголок и делается треугольничек. Так, то же самое, первые 3 не показываю. Вот последние 3 петли, 4 петли, простите. Первую снимаю, вторую, третью вяжу вместе лицевой за заднюю стенку и меняю местами петельки. Вот провязываю лицевой снятую, последняя изнаночная. И вот видите, у нас уже уменьшаются петли и уже формируется вот такой вот треугольничек. И так вяжем до момента, пока у нас на спице не останется столько же петель, со скольки мы начинали. То есть мы начинали с 7 петель и вяжем, сокращая в каждом лицевом ряде по одной петле до момента, пока у нас на спице не останется 7 петель. Вот, девочки, смотрите, кого интересует, кто хочет связать бактус из 2 мотков. Вот у меня вышло ровно 2 мотка. Видите? Столько у меня пошло на 2 мотка. То есть маленький кусочек мне не хватил, чтобы довязать рог моего бактуса. Вот сейчас буду присоединять мой 3-й моток. И вы скажете, как ты присоединишь, если ты вяжешь в 2 основные и 1 вспомогательную нить. То есть смотрите, я из вот этого вот, сейчас я переложила, видите, вот только такой кусочек мне не хватает, чтобы связать из 3-го мотка. Потому говорю, если вы хотите сэкономить и связать из 2 мотков, то оставьте на спице 90 петель и потом сокращайте. Не 100, как я сделала. Так, и вот теперь смотрите, я этот 1 моток, одну нитку я беру, ту, которая есть нормально, и вторую со середины моточка. И у меня выйдет как бы возможность вязать в 2 нити. Так. Ну и дополнительную нить у меня еще осталась с того моточка. Вот. Вот мы с Мией сделали убавки до момента, пока у нас не останется 7 петелек. У нас пока не 7. Я вам просто хочу еще для новичков показать. Мия тоже вам хочет показать. Надеюсь, вас животные не раздражают, потому что она у меня участник этого моего проекта на YouTube-платформе. И, ну, к сожалению или к счастью, терпите. Это мое счастье, это моя капелька такая вот релакса, мой психолог. Вот смотрите, вот что у меня остается. И я себе дальше делаю убавки до момента, повторюсь, пока у меня на спице не останется 7 петель. Вот здесь мы начинали с 7 петель. И здесь будем делать сокращение, пока у нас не останется на спице 7 петель. И вяжем все точно так же. Еще раз повторюсь, это показываю для новичков. Если вы опытные, то в принципе
Я думаю, что методику вы уже поняли. Разве что вам приятно оставаться со мной, то я буду вам очень благодарна. И спасибо вам большое, что вы со мной. Не забудьте подписаться. Мне будет очень приятно. Или хотя бы полюбите видео. Тоже для меня это плюс. Так, вот смотрите, первые 3 петельки делаем точно так же, не повторяюсь. Дальше оставшиеся петли вяжем лицевыми. Последние 4 петли. Первую снимаем, не провязывая. Вторую и третью вяжем вместе одной петлей лицевой за заднюю стенку, то есть убавляем. Меняем местами с первой петлей, так чтобы первая стала последней. Ну и последняя петля кромочная, всегда изнаночная. Так, изнаночный ряд. Первую снимаем, все остальные петли изнаночными. Здесь без изменений. Вот у нас с вами 8 петель. То есть последний ряд убавок. Сделаем так, чтобы их было 7. Так, первые 3 петли без изменений. Первую снимаем, третью делаем первой, вяжем лицевыми. Так. Вот. Теперь смотрите, у нас 4 петли осталось. Первую снимаем. Вот. Первую снимаем, не провязывая. Следующие 2 вяжем вместе лицевой за заднюю стенку и меняем местами, так чтобы первая стала второй. Последняя петля изнаночная. И так у нас с вами на спицах 7 петель. Вот, ровно столько же, со скольки мы начинали. Вяжем последний ряд изнаночный. И теперь сокращаем петли, то есть завершаем наш с вами шедевр, наш бактус. Закрываем петли самым обычным способом. Вы можете закрыть своим способом. Я здесь закрою самым обычным бабушкиным способом. Это 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Перебрасываем одну петлю и снова 2 петли вместе. Вот так вот. Таким образом закрываем нашу работу. Здесь отрезаем ниточку, делаем нашу финишную петлю. Можно на этом закончить. Я всегда делаю узелочек, это не обязательно. Наше изделие и так не распустится. И вот смотрите, у нас практически целый моток остался. Вот, целый моток. А дополнительную нить я присоединила буквально на последних 4 рядах. То есть практически одного моточка дополнительной нити хватило на целый бактус. Вот то, что у меня осталось. И теперь тот кончик, который у нас остался, мы иглой его просто-напросто прячем, чтобы у нас красиво получилось. Вот вы видите, наше изделие готово, и оно до ВТО. То есть оно не пушистое, но видно пух, но еще не распушилось. И скажу вам так, что усадка была 2 сантиметра. То есть после ВТО на 2 сантиметра мой бактус уменьшился. Покажу вам сейчас еще, сколько у меня вышло. Вот свесим. Да? Извините, я в повседневной жизни украинско- и польскоговорящая, потому на русском языке говорю только здесь у вас. Так что вы уж простите меня за погрешности. Вот, 137 грамм. То есть 20 грамм у меня пошло дополнительной нити и 117 грамм
основной нити. И теперь делаем ВТО. Повторюсь, не делайте ВТО на плечевых изделиях так, как я показываю, потому что эти ниточки обволакиваются таким специальным воском, благодаря которому нету катышек. Если это головной убор или шарфик, как у меня, то я могу себе позволить постирать в горячей воде. Вот, я простирала в горячей воде, и посмотрите сразу, как открылся, как раскрылся, распушился мой бактус. Вот, видите, он мягенький сразу стал, пушистенький. Да, немножко полинял. Вот, видите, пушинки. Немножко полинял, и остались пушинки, но нет ничего критичного. Вот, вы его не трите, не выкручивайте так, как есть, просто разложите аккуратненько на полотенце. Вот он у меня мокрый, но уже вижу, как начинают раскрываться и распушиваться. Так. Вот он у меня высох. Еще раз скажу, что на 2 сантиметра длина, ширина уменьшилась. Вот. И теперь я всегда вычесываю. Я не делаю это на плечевых изделиях, на свитерах нет, не делаю. Но если это шапки или... вот в данной ситуации бактус, то смотрите, вот такой вот щеточкой, не очень грубой, я себе начесываю все 4 стороны, скажем так. Пух остается, не переживайте, он и так бы осыпался. То есть себе начесывайте. Вот смотрите, я начесала, и сразу видно, как он раскрывается, он становится мягеньким таким и очень пушистым. Вот моя пушиночка начесанная, уже готовая. Я этот бактус сделала в подарок моей любименькой мамулечке. Если ты меня смотришь, то, мамуся, я тебя очень-очень люблю. Этот бактус я сделала для тебя. Я знаю, что ты любишь такие пушистики, потому я сделала это для тебя. Вот такой пушистый бактус у меня получился, девочки. Обязательно сделайте, обязательно. Он вам пригодится или как шарфик, или как головной убор. После ВТО размер моего бактуса, ширина треугольника 50 сантиметров. Вот. А помните, был 52. Вот сама ширина, вот как бы длина, да, длина 150 сантиметров и ширина конца 80 сантиметров. Вот пух, который у меня со щетки снят был. Мия вам его показывает. Не жалейте, ничего страшного. Вот, девочки, если вы зададите вопрос, почему у меня поцарапанные руки, извините, потому что моя помощница царапает. И вот теперь я вышла на балкон, чтобы вам показать. Смотрите, как он распушился. Он такой пушистый. Девчонки, это правда. Это ниткотерапия. Когда вяжешь из этих ниточек, это такое удовольствие. Вот мой бактус уже готов. А из того моточка ниток третьего, который у меня остался, я вот добавила из другой цвет и связала вот такие вот рукавички. Так что если вас рукавички тоже, перчатки заинтересуют, девочки, ставьте колокольчик, подписывайтесь, и следующее видео, возможно, мы сделаем мастер-класс по вот таких вот перчатках. Ну что, если вам понравилось, буду благодарна за подписку. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие встречи. Ну а я вам благодарна за то, что вы у меня есть, и за то, что меня смотрите. До новых встреч. Пока-пока.